Всем привет! Это вторая часть видео про создание сэмпл паков. В прошлом выпуске мы с вами подготовили все нужные сэмплы, ваншоты, записали. У нас получилось 24 ваншота, каждый с луп-поинтами. И в этом выпуске наша задача, соответственно, назначить эти сэмплы на движок. И заодно как раз таки разберемся со структурой пресетов, покажу вам движок, покажу вам документацию. С чего стоит начать? Есть два способа создавать, соответственно, пресеты практически в любом сэмплере, да и вообще в любой, наверное, программе. Да? То есть первый способ — это взять, почитать документацию, написать чисто с нуля. Способ хороший, как раз таки дает возможность изучить. Второй способ — это обучиться на примерах, либо на других пресетах. Этот способ не менее замечательный, особенно если вы видите что-то похожее на то, что вы хотите сделать, да, то есть я прямо рекомендую, то есть открыть чужой пресет и посмотреть, каким образом там реализована та или иная функция. У меня есть папка Decent, то есть эта папка указывается при установке плагина. Плагин бесплатный, скачивается с сайта, соответственно, и ему указывается папка, где хранятся его пресеты. Тут у меня уже есть электроника M04, я попозже ее покажу, и некоторые пресеты, которые я скачивал ранее, как раз таки тоже, чтобы посмотреть устройство, и плюс сам автор разместил замечательный набор из 7, скажем так, пресетов, которые рассказывают про более специфические уже функции, их тоже можно посмотреть и использовать. Итак, создаем в этой папке папку, наименование которой должно называть наш прибор. Ну, мы его в прошлом выпуске назвали EMI, поэтому я папку называю EMI. Далее, структура папки, в принципе, опять же, можете посмотреть в других пресетах, но она стандартная. То есть там помимо пресета, вот есть папка Samples, есть background, есть, ну, это обложка, так сказать, есть сам пресет, ну, еще бывает readme. Расширение у пресета .ds preset, то есть Decent Sample Preset. Давайте повторим эту структуру. То есть создаем папку Samples, Samples там с большой буквы, хотя разницы как бы никакой, вы можете структуру делать абсолютно любую. Samples. Так, следующее, что нам нужно сделать, соответственно, создать сам файл пресета. То есть создаем текстовый документ, назовем его аналогично EMI, и расширение DS Preset. Все. Вот так он отображается. Сейчас я обращусь к документации, потому что сам автор рекомендует начинать разработку с так называемого бойлерплейта. Программирование — это понятие, в общем-то, означает такой начальный шаблон, начальный набросок. Бойлерплейт, он здесь есть в приложении C, то есть автор нам предлагает какой-то вот такой базовый комплект. Я просто скопирую. Так, далее я открываю сохраненный файл с помощью Notepad. Notepad++. Сейчас, наверное, я вот так размещу себя, чтобы вам было видно, соответственно, код. Смотрим на первую строку. То есть пресет представляет собой XML файл. То есть, соответственно, у вас в вашем редакторе желательно, чтобы была подсветка синтаксиса XML, чтобы вы избежали ошибок. Итак, давайте рассмотрим базовый пресет, который предложил нам автор. Сохраним его. В принципе, этот пресет уже можно открыть. Единственное, что он откроется, скажем так, с ошибками, потому что у нас отсутствуют файлы сэмплов, которые здесь вот указаны. Но посмотреть этот пресет уже можно. Для этого мы запускаем FL Studio, либо ваш DAW-редактор, либо стендалон предложение Decent Sampler. Выбираем, соответственно, плагин Decent Sampler, и пустой плагин выглядит вот таким образом. Вы можете нажать кнопку Browse, файл браузер, и здесь будут отображены пресеты с вот этой папки, которую мы выбрали при установке. Здесь вот есть у меня электроника, появилась папка EMI, здесь есть гайд от разработчика, Little Black EP — это клавиши, можно, кстати, вот загрузить, посмотреть. То есть выглядит вот так пресет может выглядеть, либо, например, может выглядеть вот так у меня, либо может выглядеть вот таким образом. То есть, соответственно, мы можем изменять цвета, изменять бэкграунд и так далее. Об этом всем я чуть-чуть попозже расскажу поподробнее. Итого, давайте посмотрим, что мы там сделали. То есть вот есть пресет EMI. Нажимаем, то есть у нас пишет, что у нас есть некоторые ошибки, потому что нет сэмплов тех, которые указаны в самом пресете. Но мы видим, что в самом пресете у нас прописаны
некоторые ручки: атака, релиз, хорус, ручка тона и ручка реверберации. И также у нас окрашена клавиатура вот в такой синий цвет. То есть это базовый пресет. Давайте рассмотрим теперь его поподробнее и на основе этого пресета сделаем то, что нам нужно. Первое. У нас есть элемент UI, User Interface. Все параметры, которые поддерживаются тем или иным элементом, можно у нас найти, соответственно, в документации. То есть по нужному нам тегу, например, UI. Да? То есть вот у нас элемент UI, и optional означает то, что этот элемент может быть, а может и не быть вовсе. И перечислены параметры, которые присутствуют, соответственно, в данном элементе. В данном случае cover art, background image, background color, ширина и высота. То есть cover art — это у нас, соответственно, картинка, которая отобразится вот в той библиотеке, там, где мы с вами выбираем пресет вот здесь. Когда мы что-то открываем, нажимаем на пресет, видите, здесь отображается такая картинка маленькая. Далее у нас есть здесь background image. Это как раз таки картинка, которая уже будет в самом пресете. То есть вот здесь подложено. Сейчас мы к этому еще придем. Вместо картинки можно просто залить каким-то цветом, указав background color. И, соответственно, ширина и высота. Вот стандартное значение, которое рекомендует автор: 812 на 375 пикселей. Изначально предполагалось, что в элементах интерфейса будет возможность переключения между несколькими вкладками. Насколько я знаю, сейчас это не работает. То есть, но по умолчанию вот одна вкладка должна быть, ну, можете ее назвать main. И внутри вкладки Main, то есть у нас описаны элементы, это как раз таки кнопы, вот те, которые сейчас отображены. То есть вот видите, назван он label knob, и у них тоже есть какие-то параметры. Knob — это имеется в виду вот эта вот ручка, да. То есть и каждую из этих ручек потом можно привязать к тому или иному параметру, то есть чтобы эта ручка регулировала то или иное, указать диапазон и так далее. Сейчас я это все удалю. И дальше, соответственно, пройдемся по структуре пресета. Следующий важный элемент, который называется Groups. То есть в этом элементе у нас будут перечислены группы сэмплов, и вот это будет очень нужно, когда мы будем делать очень сложные пресеты, например, с множеством тембров, либо с множеством вариаций. То есть сэмплы можно будет группировать. Количество групп может быть любое. Сейчас у нас просто вот одна группа без всяких параметров. Но на родительский тег Groups у нас назначены общие параметры атаки, decay, sustain, релиза и громкости. И, соответственно, вот эти параметры будут применены ко всем вложенным группам. Да? То есть, соответственно, эти параметры мы могли бы, например, указать конкретно на вот эту группу. Давайте так сделаем. Мы будем сейчас повторять примерно вот то, что есть в этой игрушке Эми. Соответственно, атаки там нет, дикея там нет, састейна нет. И релиз там нулевой. То есть у нас нет послезвучия. То есть я просто оставлю релиз 0. Громкость, опять же, я в принципе могу убрать, потому что громкость сэмплов достаточная. Внутри вкладки группы у нас есть сэмплы. Давайте я сейчас остальные уберу, оставлю только один сэмпл. Самый простой способ — это вообще записать только один сэмпл и получить все остальные ноты уже средствами программными самого движка. То есть он сам будет транспонировать. То есть, ну, понятно, качество такого сэмпл-пака будет достаточно плохое. Так, давайте посмотрим на тег sample, из чего он здесь состоит и что нам предлагает автор. То есть у нас есть теги low note, high note, root note, есть путь и есть length, это длина сэмпла. Значит, я обычно вот чуть-чуть по-другому их располагаю. То есть вначале root node. Root node — это имеется в виду номер MIDI сообщения, к которому будет привязан конкретно этот сэмпл. Дальше у нас идут low node и high node. То есть в данном случае вот этот сэмпл, который мы сейчас привяжем к этой ноте, он будет звучать только на этой ноте, потому что у нас есть вот нота 21. Но, как вы помните, мы начинали с ноты 36, поэтому я меняю этот параметр на 36, 36, 36. Далее мы указываем путь. Здесь вот был default piano, а у нас получается папка samples. И в папку samples мы сейчас переместим вот те сэмплики, которые мы с вами сделали ранее. Так, вот наши сэмплы, вырезаю и вставляю в папку samples. Названы у нас EMI 036. Соответственно, пишу EMI 036.wav.
Так, вот самый простой способ назначить сэмпл. То есть в данном случае сэмпл 0.36 будет играть при поступлении 36 ноты. Давайте просмотрим дальше вот параметры, которые нам предлагает автор в бойлерплейте, и добавим все, что нужно, либо там не нужно. Есть секция эффектов. Набор эффектов описан в документации. Документацию мы с вами сейчас вот чуть попозже подробно всю просмотрим. И здесь вы можете назначать эффекты как на весь инструмент, так и на конкретные группы. В данном случае вот автор нам предлагает эффект Low Pass, Chorus и Reverb. Ну, я, опять же, пока что все эти эффекты уберу, они нам не нужны. И есть еще секция здесь MIDI. Здесь предлагается конкретный параметр элементов интерфейса привязать к точному MIDI сообщению конкретно. Да? Опять же, это я сейчас уберу, это нам не нужно. Так, у нас получился достаточно простой сейчас пресет, который состоит условно из одной ноты. Но даже вот этот пресет, он уже будет работать. Сохраняем, переходим в программу, нажимаем Reload. И у нас подсвечена вот одна нота. То есть как раз таки та, на которую назначен у нас сэмпл. Нажимаем. И слышим, что звучит нужный нам сэмпл. Соответственно, эти ноты все не звучат. То есть мы назначили таким образом уже эту ноту вот сюда. Итак, самый простой способ был получить одного сэмпла весь диапазон клавиатуры. Это мы можем что сделать? Указываем, что этот сэмпл, да, вот он, root нот 36, то есть 36-е, то есть 36-е MIDI сообщение, это вот этот сэмпл. И указываем диапазон другой, то есть, например, от 24 до 59. Что это значит? Что вот этот сэмпл будет самим движком, соответственно, транспонироваться. Он будет его, соответственно, ускорять, либо замедлять, тем самым получая нужные ноты. И мы можем увидеть в движке, что синеньким подсветился уже весь этот диапазон. То есть понятно, что основная нота у нас вот здесь, но мы получили все остальные ноты на основе всего лишь одного сэмпла. Данный способ очень сильно напоминает то, как это делают примитивные сэмплеры, либо как на заре эпохи сэмплировали, соответственно, железные устройства, то есть всякие Роланды и так далее. Когда память была дорогой, то есть и таким образом как раз таки и поступали, то есть сохраняли в памяти синтезатора один сэмпл, и на основе этого сэмпла прибор проигрывал все остальные ноты. То есть понятно, что качество такого сэмплирования, то есть оставляет желать лучшего. Поэтому мы возвращаем сюда значение как есть. Сейчас сюда добавим некоторые важные вещи, которых здесь не хватает. В частности, здесь сейчас вот нет в бойлерплейте такого важного элемента, как keyboard. Каждый тег, соответственно, он должен быть открыт и закрыт. И внутри этого элемента можно описать цветовую палитру клавиатуры. Можно указать тег color и указать диапазон, на который он будет работать. То есть в данном случае давайте вот сохраняем и смотрим изменения. Как мы видим, у нас окрасилась клавиатура по принципу, как он сам окрашивает. На самом деле сейчас клавиатура окрашена, но, видите, не звучит. У нас звучит только первая нота. То есть мы только что покрасили клавиатуру. Давайте укажем, что вот эти остальные клавиши неактивны, то есть сделаем их, например, каким-то черным цветом. То есть как это сделать? Мы дублируем тег color, то есть диапазон от 0 до 35. Делаем черным. Смотрите, тег color здесь состоит из вот такой группы. Справа это цвет в хекс представление, а слева вот эти 2 байта FF, это, насколько я понял, прозрачность сделали. То есть я здесь укажу просто нолики, то есть 6 нолей, да, чтобы сделать черный цвет, соответственно. Если вам нужен какой-то определенный цвет, например, вы хотите сделать там зеленый, то, конечно же, вы можете открыть любой редактор, Photoshop, например, и взять оттуда цвет. Сейчас, в принципе, давайте это и сделаем. Сейчас я вот делаю вторую половину, то есть все, что выше, тоже черным. Давайте, кстати, посмотрим, как это получилось. То есть вот таким образом.
То есть вот у нас будет активная область, и вот это вот все, оно не активно. Если мы захотим покрасить вот это в другой какой-то цвет, давайте покажу, да, то есть запускаем любой графический редактор, где есть возможность выбора цвета, нажимаем, да, и, соответственно, выбираем цвет, который нам нужен, ну, давайте выберем какой-нибудь. И вот его хекс представление. Копируем эти цифры, и вот после FF заменяем эту часть, то есть таким образом мы будем цвет редактировать в пресете. Перезагружаем, и как вы видите, то есть у нас меняется цвет клавиатуры на тот, который мы выбрали в Photoshop. Это касается, соответственно, всех подобных тегов, то есть где используется background color и так далее, то есть принцип указания цвета везде один и тот же. Но я верну сейчас что. Теперь давайте сделаем все-таки назначение всех сэмплов, то есть на каждую клавишу будет звучать отдельный сэмпл. То есть мы их сделали 24 штучки, то есть, соответственно, мы должны сделать и 24 тега сэмпл. Я сейчас копирую базовый, и теперь мы должны отредактировать, соответственно, вот эти остальные теги. Так, давайте избавимся от некоторых лишних тегов. Например, вот тег длина, он мне сейчас не нужен. Почему я использую Notepad++? Здесь есть режим поколоночного редактирования, то есть если зажать Alt и вот так вот вверх провести курсором, как вы видите, у нас появляется такой глобальный курсор, и я могу сразу редактировать большое количество строк. Следующее, то есть что нужно сделать, соответственно, все вот эти цифры по порядку заменить, то есть 37, 38 и, соответственно, в строке тоже, то есть root node 37, low node 37 и так далее. Опять же, это сделать, в принципе, нужно один раз или скопировать с какого-то соседнего пресета. То есть сейчас у нас есть группа из 12 нот, на каждую из этих нот у нас назначен вот тот сэмпл, который мы с вами записали. Точно так же делается, соответственно, вторая группа, и это вторая октава этого прибора. Для будущих ваших сэмпл-паков это будет, в принципе, неплохой основой, то есть вы каждый раз будете копировать, например, 2-3 вот эти октавы и изменять всего лишь один параметр, то есть параметр, который вот номер сэмпла, да, то есть название, наименование сэмпла, потому что папка у нас остается и так далее. Так, в принципе, вот это самый простой и базовый работающий уже полностью пресет, который будет воспроизводить все то, что мы с вами записали ранее. Сохраняем, переходим в программу, перезагружаем. И вот теперь каждая здесь клавиша будет проигрывать отдельный сэмпл. Как вы видите, все работает. То есть, в принципе, это уже работающий пресет. Все, что мы будем делать далее, это уже, скажем так, украшательство и расширение возможностей. То есть первое, что можно сделать, да, то есть у нас всего лишь 2 октавы этого прибора, к сожалению. Но это мало, достаточно. Вдруг человек захочет, все-таки получить какую-то мелодию на нем. То есть поэтому мы можем указать для последней ноты, то есть, как вы видите, она будет начинать играть с 59 и сейчас заканчивает играть на 59. То есть 59 сэмпл у нас вот только вот тут играет. Мы можем указать, что эту ноту вот растянуть по принципу программному, да, до максимального диапазона клавиатуры. И, соответственно, первую ноту, которая у нас 36-я, пусть начинается с нулевой ноты. И плюс мы должны тогда уже здесь вот диапазон с 0 до 127 указать, чтобы цвет черный убрать. Потому что у нас теперь на всю клавиатуру будет диапазон. Сохранили, перезагружаем, то есть вот таким образом оно отработало. И у нас теперь вот у нас стартовая нота, которая у нас вообще была минимальная, но вниз все работает. И вверх после C3 тоже будет работать. То есть условно у нас получилось 2 октавы. Это чисто сэмпл в сэмпл, каждая клавиша это отдельный сэмпл, а все, что выше и ниже, это будет транспонирование программное. Но таким образом мы расширили действие прибора, да, получили более широкий диапазон, в принципе, достаточно приличный. Следующее, то есть в этой игрушке у нас была кнопка, которая приглушала верхние частоты, да. Давайте добавим в интерфейс, в элемент интерфейса, соответственно, ручку, крутилку, которая будет, соответственно, эти частоты приглушать. То есть будет не кнопка, а прям ручка. Опять же, чтобы не писать все это с нуля, я просто копирую с соседнего пресета элемент управления. Давайте просмотрим его
возможности, функционал, скажем так. Что у нас здесь есть? То есть Labeled Knob, то есть это как раз таки ручка, да, есть положение по X, по Y, чтобы разместить ее, соответственно, чтобы разместить ее на панели вот здесь, где-то конкретно в точном месте. Также у нас есть ширина, есть название, ну, название тон, ну, по факту пусть, наверное, так и будет. Дальше у нас есть тип данных, который будет этой ручкой управлять. Есть минимальное значение. Давайте укажем, учитывая, что это будет ручка, которая управлять будет фильтром частот, то есть в герцах. До максимального значения 22 тысячи герц. Дальше value — это то значение, которое установлено по умолчанию, пусть будет 22. Text color — это цвет текста, text size — это размер текста, и дальше у нас есть и далее два параметра: foreground color и background color. Это, соответственно, цвет подложки и цвет ручки этого регулятора. Как вы видите, на экране у нас появился регулятор. То есть вот как раз таки background color — это вот этот цвет серенький, а вот этот такой коричневатый — это foreground color. То есть от 22 до 0. То есть сейчас он пока не работает. Чтобы заработал этот регулятор, то есть его нужно назначить. Назначить по-английски забиндить. То есть вот здесь параметр биндинг. У тега биндинг, соответственно, у нас тоже есть некоторые параметры. И сейчас перед тем, как продолжить дальше работу, нам вообще нужно добавить эффект фильтра. Поэтому в группу Effects, вот сюда, мы накидываем вот такой тег. То есть эффект, тип low pass, резонанс тут 0,7, частота 20 кГц. Ну, давайте 22 укажем, чтобы по умолчанию стоял. И вот теперь смотрите, у нас есть эффект, и мы можем управлять этим эффектом конкретно какой-то ручкой. У нас в данном случае в этом эффекте есть частота и резонанс, то есть мы двумя ручками можем управлять. Вот давайте управлять частотой. Вот смотрите, да, ручка, которую мы создали раньше, вот она, тон. Binding type, эффект. Это значит, что эта ручка будет управлять эффектом из вот этой группы. Далее, уровень инструмент. Тут у нас могут быть разные уровни, там группа, тег, в общем, подробности есть в документации, но в данном случае эффект уровня инструмента. То есть вот этот эффект, он лежит в самом инструменте. Position. Очень важный момент, то есть все группы и все эффекты, их позиция, да, в пресете, она нумеруется с нуля. То есть вот в группе эффект у нас есть сейчас один эффект. И его номер, его позиция не единичка, а 0. То есть если бы у нас было два эффекта, например, да, то, соответственно, первый был бы 0, второй бы был 1. То есть, ну, это чисто по-программистски, скажем так, 0, 1, да. И вот параметром position мы указываем, каким конкретно эффектом мы будем управлять. То есть в данном случае, если указан 0, то мы будем крутить частоту вот этого эффекта. Если же здесь я укажу единичку, то я буду крутить частоту вот этого эффекта. То есть эффектов может быть большое количество, они могут, соответственно, расположены последовательно быть. Все, сейчас оставим пока один эффект и позиция 0. И последний параметр у тега binding — это, соответственно, какой конкретно мы будем крутить параметр эффекта. В данном случае FX, filter, frequency. Вот эти параметры можно посмотреть, опять же, в документации. Документацию мы с вами сейчас внимательно пробежимся, я прокомментирую. Сохраняем, идем в наш сэмплер, делаем reload. Давайте какую-то мелодию закинем, и у нас технически должно работать. Точно по такому же принципу, соответственно, можно делать вибрато и все остальное. Чего нам не хватает для, скажем так, более-менее завершенного сэмпл-пака, пусть очень простого, но завершенного. У нас не хватает некоторой красоты, некоторой обложки. Как я вам уже показывал, есть возможность красиво оформить вот эту подложку. Сейчас она стандартная. Итак, мы с вами знаем, что подложка шириной у нас получается 812 на 375. Я заранее сфотографировал, соответственно, нашу игрушку, вот она, да, и немного обтравил ее в фотошопе. Имеется в виду, то есть убрал все лишнее, чтобы получился чисто прибор у нас.
Создаем в Photoshop новый документ размером 812 на 375 пикселей. То есть это то, с чем мы будем уже работать непосредственно в сэмплере. То есть это область как бы сэмплера. Тут стоит помнить, что нижнюю часть вот эту, да, у нас занимает клавиатура. Причем клавиатура резиновая, то есть когда мы будем вот изменять размер, то есть она будет немножко, как вы видите, менять свою высоту. Поэтому желательно этот размер учитывать и этот размер просто отступить снизу. То есть какие способы существуют вообще, красиво сделать? Но я видел, что зарубежные ребята просто делают бэкграунд и здесь сделают сам прибор, вставляют картинку прибора. Либо бэкграундом весь прибор можно установить. То есть какие есть варианты, да? То есть можно было бы прям весь прибор вот как-то вот таким образом разместить, и как бы будет выглядеть прибор. В принципе, выглядит достаточно неплохо. Можно вот эту часть, кстати, зарисовать. Сейчас подумаем над этим вариантом. То есть второй вариант, который я обычно вижу, то есть прибор просто вот делает его картинку. Допустим, вот так, да. То есть это самый вообще простой способ сделать подложку. Единственное, сейчас мы теперь я выключу подложку, и нужно придумать, соответственно, какой-то бэкграунд. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Файл сохранить, формат JPEG, и сохраняем его, соответственно, в папку нашего пресета. Назовем background, просто BG. Теперь нам осталось в элементе background вот здесь указать, соответственно, что у нас есть background. За это отвечает тег background image. И я указываю bg JPEG, то есть сохранить. Идем в нашу программу, делаем reload, и теперь наш пресет выглядит вот таким образом. То есть он работает, у нас есть ручка тона, и у нас есть некоторая картинка, которая показывает, что это за прибор. Вот. Если заморочиться, можно сделать намного красивее. То есть сейчас мы тоже попробуем это сделать. Допустим, вот так. Так, теперь, чтобы спозиционировать поточнее, я наверх размещу полупрозрачный образец наш, да, чтобы понимать, где там начнется клавиатура. Видите? И уже на основе этого можно, соответственно, примерно подбить картинку так, чтобы у нас клавиатура была в логичном, скажем так, расположении. Вот, но сейчас меня волнует другой момент, то есть я хочу убрать вот эту нижнюю часть, то есть, потому что, она как бы, в общем-то, и не нужна. И у нас получился вот такой шаблончик. Так, ну-ка нажимаем опять слой, смотрим, что у нас получается. Итого, получилось вот так. И нам остается только экспортировать его в JPEG. Вот, возвращаемся к нашему пресету. Меняем здесь подложку на Top Panel. И смотрим предварительный результат. Так, достаточно интересно. Так, далее. Цвет вот этих клавиш. Опять же, если прям заморачиваться по-хорошему, то можно сделать цвет клавиш такой, как он в оригинальном приборе. Берем пипеткой цвет, и вот этот цвет, это цвет клавиш оригинального прибора. И указываем этот цвет, соответственно, вот в блоке Color для клавиатуры. Точка, запятая. Так, заходим, Reload, и у нас выглядит все так, как и должно выглядеть. Так, далее. В оригинальном инструменте в игрушке у нас есть вибрато, кнопка фиксированная, да? Поэтому было бы неплохо к тем сэмплам, которые сейчас у нас есть, добавить возможность, чтобы было вибрато. В принципе, было два способа организовать вибрато этого инструмента. Снять полностью оригинальный звук, да, или сделать программный. Я предпочитаю сейчас сделать программный звук, потому что у нас появится возможность регулировать глубину и регулировать скорость вибрато. Для этого нам нужны так называемые модуляторы.
В документации они описаны. Самый простой способ освоить модуляторы. К модуляторам относятся у нас LFO, ADCR. Это открыть примеры, которые нам предлагает разработчик. И вот здесь можно посмотреть разные варианты. И в данном случае нас интересует вариант LFO Controls Group Tuning. Все здесь мы уже практически с вами видели, кроме вот этой группы модулятор, да, и вот здесь есть два кноба. Ну, мы их уже умеем делать, да, просто нужно посмотреть, за что они отвечают. Итак, смотрите, у нас есть модулятор. Модулятором выступает LFO. Здесь, опять же, есть кое-какие параметры, которые в документации описаны более подробно. В данном случае форма модулятора у нас синус, частота 1 Гц, ну это дефолтная, и mod amount, это, наверное, имеется в виду глубина. И мы этот LFO используем, биндим, назначаем, да, на усилитель, на группу 0. Группа 0 это у нас вот первая группа, как я уже упоминал. И этим модулятором мы будем, соответственно, модулировать параметр Group Tuning. Group Tuning, если посмотреть, опять же, в документации, это, ну, соответственно, pitch группы. То есть вот эта вся группа, все, что здесь лежит, мы будем ее питчем управлять и, соответственно, управлять питчем всех сэмплов. Вот. Ну и дальше тут какие-то параметры уже дополнительные. Я все это скопировал, перенес в наш проект. То есть вот два регулятора, модулятор. Соответственно, группа у меня нулевая, точно так же, как и была. Вот она, да. То есть все один в один перенес. Единственное, что позицию кнопов я подвинул, чтобы красиво смотрелось на пресете. Опять же, если посмотреть сейчас вот на эти ручки, то есть выглядят они ровно так же, как та, которую мы добавляли, да. Только единственный порядок чуть-чуть параметров изменен. А так, в принципе, видите, те же все параметры совпадают. LFO Depth. Биндится ручка. Теперь вот смотрим, да, я рассказывал, как верхняя ручка, которая у нас отвечает за частоту, у нас биндилась на тип эффект, то есть вот на вот этот эффект. А здесь, получается, у нас ручка биндится на модулятор. Модулятор у нас в данном случае вот LFO, первый, нулевой вернее. То есть эта ручка будет регулировать первый модулятор в группе, вот он, LFO, и будет модулировать его параметр mod amount. Mod amount это вот этот параметр. Вот. А второй регулятор, соответственно, вот он, да, будет регулировать уже частоту, frequency. То есть инструмент, модулятор. То есть модулятор это опять же все тот же, вот он, position 0. Это значит, что первый в группе модуляторов. Это в данном случае LFO. То есть у нас их может быть на самом деле, например, 3 или 2. То есть сколько нам нужно. Ну, второй, например, может быть не синусом, а треугольником. Вот. И вот этим вторым регулятором мы будем изменять параметр frequency. Вот он подсвечивается. Так, сохраняем. Идем сюда, перезагружаем. Ну, здесь уже я это проверял. И вот у нас отображено два новых регулятора. Они сейчас стоят в нуле, потому что, ну, по умолчанию вибрато выключено, да. Проверяем, что у нас вибрато нет. Добавляем наполовину. И частоту изменяем, например. Это проще показать на какой-то ноте, звучащей постоянно, поэтому я запущу секвенцию. Таким образом, мы добавили в наш сэмплер возможность регулировки глубины и частоты вибрато. То есть, ну, это уже расширенный функционал, потому что в оригинальном инструменте там вот эта кнопка включает вибрато и там фиксированная глубина. Все, вот этот регулятор у нас эмулирует вот эту кнопку, а эти два, соответственно, вот это. В принципе, все. То есть, таким образом мы только что сделали sample pack и эмуляцию работы детского синтезатора EMI целиком, а также сделали его графический, скажем так, интерфейс, достаточно симпатичный, и это уже является завершенным sample паком. Понятно, что здесь мы с вами обозрели базовые функции
Вот, функций, доступных в движке, намного больше. Сейчас мы пройдемся по документации. Я, по крайней мере, потому что я уже попробовал, потестил, я вам расскажу. И чуть позже, наверное, еще посвящу один выпуск по созданию уже очень сложных инструментов, там, где много групп и всего. То есть, в частности, например, электроника M04. Я просто покажу, как, например, она выглядит. То есть, например, вот это оттиск электроники M04 со всеми регистрами, всеми клавишами, всем ее поведением. Есть небольшие оговорки, там, да, там нет возможности некоторых у движка для того, чтобы организовать монобас, и там с огибающими тоже есть вопросы. Но в целом все повторяет оригинальную электронику и звук ее. Таким образом, у меня уже, получается, есть два созданных sample пака, то есть электроника M04 и EMI. В принципе, выглядит они достаточно неплохо. Итак, в принципе, работу считаю завершенной. Добавил свой логотип. Давайте послушаем, как это все дело звучит. Опять же. Из плюсов, засэмплировав таким образом монофонический прибор, а игрушка монофоническая, то есть там за один момент может играть всего лишь одна клавиша, мы получаем полифонический инструмент. И также присутствие динамики, то есть там, понятно, динамики никакой, то есть, а здесь же, если мы сейчас вот нажмем Randomize, да, то будет возможность, соответственно, получить ноты разной громкости. То есть это такой некий бонус. Если мы захотим, в принципе, можно опять же расширить управление, сделать релиз, атаку и так далее, и получить уже более, скажем так, широкое управление, огибающее устройство. Сейчас я просто повторил так, как оно есть в оригинале, но никто не запрещает нам заморочиться и добавить эти 2-3 лишних регулятора. Так, из минусов. У меня конкретно почему-то движок Descent Sampler иногда вылетает. Вот не могу объяснить, то есть стабильно. Из-за того, что я разрабатывал пресеты достаточно серьезные и большие, да, мне приходилось много раз перезагружать пресет, и вот там на какой-то 4-5 раз у меня вылетает FL по памяти. Вот, возможно, есть утечка либо в самом сэмплере, либо в моей версии FL. Я не проверял стендалон приложения, возможно, там таких проблем и нет. Но нужно иметь в виду. Вот, в принципе, это единственный минус, такой прям серьезный. Далее, мне не удалось на сложных приборах найти некоторые, скажем так, возможности для регулировки, которые были нужны. В частности, я не смог реализовать полноценную монофонию, да, то есть чтобы, вот, например, как в синтезаторе EMI, то есть при нажатой одной клавише только вот она звучала, и при отжатой звучала нижестоящая клавиша, скажем так. Тут есть возможность указания полифонии для групп и голосов, но работает она немножко как-то странно. То есть, нажав клавишу и нажав следующую клавишу, то есть начнет работать следующая, предыдущая перестанет звучать. Но мы ее и держим. Но отжав верхнюю клавишу, у нас нижняя не начнет заново воспроизведение, к сожалению. Вот, хотя она в этот момент нажата. Вот, и благодаря этому мне не удается реализовать некоторые штуки, типа как в электронике M04 монобас, да, чтобы была только одна нота. Поэтому бас там стал тоже полифоническим. Можно считать это плюсом, наверное. И второй момент, по огибающим конкретно для фильтра мне не удалось повторить, например, такой прикол, как на электронике M04. Там получается, что у нас одна огибающая, да, и она работает на весь инструмент. И когда мы нажали, соответственно, и держим, то следующие нажатые клавиши не перезапускают эту огибающую. Это из минусов. Возможно, при реализации каких-то более сложных устройств я еще упрусь в какие-то ограничения движка. Вот.
Но нужно учитывать, да, что когда этот движок создавался, тут вообще, наверное, не предполагалось, что на нем будут реализовывать целиком вообще полностью какие-то другие приборы. Из плюсов, то есть мы получаем, в принципе, полностью слепок звучания того или иного инструмента. И динамические вещи типа фильтра и всяких остальных штук, ADSR, да, мы заменяем цифровыми. Но тембр и шум у нас изначально оригинального устройства со всеми его нюансами и недостатками. Это плюс, в отличие, например, от VST-реплик тех или иных инструментов. То есть понятно, что VST-реплика, она не имеет шума. Да, они, возможно, могут попробовать повторить какие-то особенности поведения фильтра или еще чего-то в своем VST, да, но это, понятно, уже программный аналог, в котором полностью отсутствует характер настоящего прибора. Тут же мы получаем, в принципе, звучание прибора то, как оно есть. То есть то, как шумит опус, например, можно действительно сюда перенести целиком. То, как он звучит, то, как он резонирует на определенных нотах. Просто нам нужно снять полный объем нот, всего чего можно. А то, что динамическое, мы должны повторить уже на логике самого движка. И таким образом получается максимально вот такой результат. То есть мы получаем звучание живого устройства при, скажем так, всех преимуществах. То есть мы можем делиться, оно у нас оцифровано, мы можем это использовать в разном софте, нам не нужно мидировать прибор и так далее, и так далее. Вот это вот все. Из особенностей, которые тоже можно отнести к плюсам. Я в начале выпуска вообще предыдущего упоминал, да, что детский синтезатор EMI, то есть там каждая клавиша не строит. Ввиду особенностей схемотехники, то есть да, там стоят резисторы на каждую клавишу, и она может уплывать от вибрации, еще от чего-то. Вот мы записали прибор как есть, да, вот он, в принципе, достаточно неплохо звучит, хотя, может, в паре в унисон с другими инструментами он будет звучать, уже диссонировать, да, но вот соло он неплохо звучит. Но это все можно исправить. Для этого нужно просто открыть документацию и посмотреть, что у нас есть возможность настройки каждой ноты. То есть вот у нас есть сэмплики, да, то есть мы знаем точно, что они не точно строят эти сэмплы. Это можно, кстати, посмотреть сейчас, вот, наверное, открыв тюнер. Первая клавиша не строит на 8 тонов. И, ну, давайте попробуем последнюю посмотреть. Четко, практически. И вот это сейчас поправить функциями движка очень просто на самом деле. Открываем документацию, мы сейчас ее с вами еще пробежимся, обязательно посмотрим. И давайте найдем тот элемент, вот, который нам нужен. Элемент нам нужен sample, да? И мы можем найти здесь атрибуты, которые можно применить к этому элементу. И вот часть из них мы использовали, то есть low note, high note и, например, root node, да, путь мы использовали, а остальные мы даже не трогали. Вот, на самом деле здесь очень полезные есть фичи, то есть я покажу, но вот то, что нас сейчас интересует, это вот это, тюнинг. Если прочитать описание, то здесь как раз таки написано, что это точная подстройка в семитонах для изменения питча ноты. Вставляем в этот sample параметр тюнинг и указываем значение 0.01, то есть до сотых, условно говоря, на 1 семитон вверх. Но мы видели по тюнеру, что там 8, давайте 0.08 укажем. Перезагружаем и смотрим, что у нас получилось. И как вы понимаете, эту же операцию нужно произвести над остальными неправильно отстроенными нотами. То есть просто идем подряд. Вот тут около 12. Если значение тюнинга, насколько оно отличается, да, для каждой ноты. Первая, вторая, третья, четвертая, да. Первая, вторая, третья, четвертая, нажимаем пятая, да. Примерно 18, да, я добавляю это значение в плюс в самом сэмплере. 22, например, да, то есть 22, соответственно, это 22. Так, дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таким нехитрым способом мы только что исправили дефекты строя самого инструмента, да, уже на уровне движка. И сделать это нам удалось проще, потому что если бы мы исправляли проблему эту при записи, то нам пришлось бы на каждую записанную ноту перестраивать инструмент, и это долго. А так мы записали целиком инструмент со всеми его дефектами, скажем так, по высоте строя, и уже в конце сделали такую точную подстройку на уровне самого сэмплера. Я считаю, что это огромный плюс. Так, давайте с вами пройдемся по документации более подробно. Возможно, я запишу выпуск по сэмплированию более серьезных устройств. Но в любом случае, первое, к чему нужно обращаться, соответственно, к документации. Документация есть, она неплохая, здесь есть примеры
И, в принципе, большую часть вещей вы здесь найти сможете. Открываем документацию на сайте. Гуглится по запросу Descent Sampler Documentation, соответственно. Пользуйтесь поиском уже по самой документации. По какому-то тегу, например, да, то есть там нужен там элемент интерфейса UI. Ищем, там нужен модулятор, соответственно, ищем модулятор, например. Либо если вам что-то непонятно, вы берете тег и по его имени ищете. Ну, давайте пройдемся по основным, соответственно, моментам, все, что здесь описано. То есть, я думаю, для тех, кто сталкивался с программированием, более-менее все здесь будет понятно. Структура здесь базовая, то есть все описано с помощью тегов и их атрибутов. И все, в принципе, рулится связью тех или иных параметров. Итак, поехали. Первая строка я уже упоминал, то есть описывает то, что это XML файл. Дальше теги верхнего уровня, которые требуются, это, соответственно, Descent Sampler тег. В нем нужно указывать минимальную версию, потому что некоторые теги работают только с определенных версий движка, соответственно. Здесь пример указан. Следующий важный элемент — это элемент UI. Мы с вами с ним уже сталкивались. Это User Interface. У него есть обложка, у него есть бэкграунд. Бэкграунд — это вот картинку, которую мы с вами сделали. У него можно было указать цвет подложки, ну и ширина и высота. Указывать можно любую, но предполагается, что это 812 на 375. И, соответственно, сразу же вам пример, который вы можете скопировать, и он сразу же будет работать. Следующий элемент — это Tab. Я уже упоминал, предполагалось, что будет использоваться в интерфейсе вкладки, вот, но почему-то их не реализовали. У него из атрибутов есть только name, и то это не особо важно. То есть можно имя не давать, просто сделать вкладку. Следующий элемент — это у нас кнопка. Я, кстати, не пробовал кнопки, нужно будет разобраться. Скорее всего, мы могли реализовать вообще один в один кнопки, как они работали в нашем устройстве. То есть кнопка, у нее есть атрибуты по аналогии, как для любого элемента для интерфейса, то есть положение по X, по Y, да. Есть ширина, высота, значение, есть стиль. Стиль может быть текст, либо картинка. Насколько я понимаю, то есть по нажатию может текст меняться, либо бэкграунд какой-то может меняться. Main image — это только для типа image, и у нас тут путь указывается. Hover image — это картинка, когда мы наведем на кнопку, на что оно поменяется. И click image — это когда мы кликаем по кнопке, то есть на что оно меняется. То есть мы можем сфотографировать условно на вашем приборе все три состояния кнопки и сделать кнопку полностью интерактивной. Опять же, не бойтесь брать вот код, который здесь представлен, целиком копировать его и вставлять в ваш пресет. То есть в данном случае, вот, например, я никогда с кнопкой не сталкивался, я просто захожу в пресет, в User Interface, и вот где-нибудь вот здесь вставляю. Так, чтобы в кнопке текст отобразить, нам нужен элемент state, который у нас описан далее. То есть он является дочерним для элемента button, соответственно, вот ниже есть экземпляр, то есть пример, у нас есть кнопка и внутри есть состояние. То есть состояние, например, включен, выключен. То есть давайте опять же скопируем вот этот пример и вставим. То есть понятно, что кнопка может быть включена, может быть выключена. Возможно, кстати, у нее может быть какое-то третье состояние. И не включено, и не выключено. Опять же, для кнопки со стилем текст, то есть вот эти все параметры не нужны с картинками, да, нужен только параметр имя. Давайте так, enable напишу я здесь, enabled, и, соответственно, disabled. То есть включено, либо выключено. Картинки тоже убираем. Вот, и уже внутри параметра state мы описываем, что и куда мы включаем. Вот в данном случае, смотрите, когда кнопка включена, здесь описано что в группе 0 мы что-то включили, а в группе 1 что-то выключили. В данном случае мы, например, могли бы переключаться между двумя группами сэмплов. Одна с вибрато, вторая без вибрато. И второе состояние disabled, да, оно, соответственно, инверсия. То есть мы наоборот в группе номер 0 выключаем, ее выключаем, и группу номер 1 уже включаем, то есть просто меняем местами. Я считаю, что это удобно, то есть вот это как раз таки реализация того, о чем я говорил, что мы могли полностью повторить прибор, то есть снять его все состояния целиком. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, видите, кнопка Enabled, нажимаю, кнопка Disabled. На самом деле эта кнопка, то есть это вот эта кнопка. То есть у нее есть ширина, высота, как вы видите, и ничто не мешает мне сейчас даже
И как вы видите, ну я примерно так подбил, да, то есть вот у нас на кнопке расположена кнопка, да, соответственно, я мог ее включить, выключить. Ну, если уж совсем точно, то размер можно прямо подгадать. Далее по документации. Элемент интерфейса. Картинка. То есть все просто. Если нам нужно вставить картинку. У нее есть положение по X, по Y, ширина, высота, путь картинки и Aspect Rational Mode. Это у нас имеется в виду, будет картинка растягиваться, либо она будет резиновая, то есть здесь вот описано. Следующий элемент Label. Этот элемент просто показывает текст, ну, в интерфейсе. То есть если вам нужно подписать, например, там какое-то название сделать. То есть, и, соответственно, у него тоже есть положение по X, по Y. Есть текст, есть цвет текста, размер текста, ширина, высота блока. Vertical Align — это у нас выравнивание по вертикали, H-Align, Horizontal Align — это у нас выравнивание по горизонтали текста. То есть внутри блока, как текст будет позиционироваться. Очень все это близко к верстке. Дальше, вот тот элемент, который мы уже с вами использовали, это Labeled Knob и Control. То есть это вот эти кругляшочки. И здесь описаны все их параметры. X, Y положение, ширина, высота, имя параметра, стиль. Вот, кстати, очень интересно. Получается, у нас есть возможность сделать не только круглые их, а еще и вертикальные. Вот это очень интересно. Ну-ка, и горизонтальные, поворотные, горизонтальные, Custom Skin. А по умолчанию у нас вот такой как раз таки кругляшок. Ну давайте попробуем Linear Horizontal, потому что мне вот прям интересно. Я с этим еще не сталкивался. Style. У меня этого тега даже здесь нет. То есть мы пишем Style. Получается, на электронике я мог вообще повторить даже визуально все элементы интерфейса. И у нас изменился регулятор, вы видите, в горизонтальный. Ширину его задавать, соответственно, тоже можно. То есть все это можно сделать. То есть все ограничено, в общем-то, полетом вашей фантазии. Ну, по умолчанию вот эти регуляторы, которые здесь применены, мне, в принципе, тоже достаточно нравятся. Они прям такие симпатичные. Так, дальше у нас есть лейбл, показывать его или нет, минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, цвет текста, размер текста и так далее. Я, в принципе, наверное, все их перечислять не буду. Вы можете почитать про это самостоятельно в описании каждого из этих лейблов. И что самое главное, то есть везде практически есть примеры. То есть вы можете взять вот этот код, вставить и посмотреть, что будет. Есть элемент меню. Очень, кстати, интересно, я его тоже не использовал, поэтому рассказывать про него я не буду. С тегом Keyboard мы с вами уже сталкивались, это описывает как раз таки цвета клавиатуры. У нас здесь не так много атрибутов, как раз таки вот все, что я вам показал, цвет и ноты, при которым присваивается цвет. Далее, Groups — это очень важный элемент, в котором у нас будут храниться как раз таки все последующие группы сэмплов. То, что мы с вами вот сделали, это самый простейший пример. Да? Вот. Например, для электроники M04 я использовал уже намного большее количество групп. Сейчас я просто вам покажу. Вот такой есть файл. То есть вот таким количеством сэмплов. И здесь, как вы видите, у меня все как раз таки сгруппировано с помощью тега групп. То есть скрипка, виолончель, оркестровые и так далее. И в каждой группе присутствуют записанные сэмплы того тембра, который я описывал, соответственно. То есть и здесь этих групп достаточно много. И у каждой из этих групп есть раздельное управление. Ну и также логика, которая повторяет логику того прибора, который я реализовывал, соответственно. Так, ну опять же, здесь описаны всякие уже параметры дополнительные. Дочерним элементом тега Groups является тег Group, и это уже сама группа. У нее есть громкость, у нее есть общая настройка, то есть мы всю группу можем чуть-чуть подстроить по питчу вверх либо вниз. И внутри тега Group у нас уже присутствует тег Sample. Это как раз таки sample, тот, который мы вот с вами создавали. Да? Сейчас вернусь вот сюда. То есть groups, group и внутри sample. У тега sample достаточно большое количество параметров. То есть базовая нота, та нота, которая будет проигрываться, максимальная нота. Есть вот интересные параметры Low Velocity и High Velocity. Если у вас в приборе есть динамика, и в зависимости от нажатия на клавишу будет тот или иной звук, то вы можете все это реализовать. То есть на каждую Velocity, то есть глубину нажатия, вы можете задать отдельный сэмпл. Получается условно
ну, в стандарте MIDI это 127 значений, то есть по факту вы на одну клавишу можете 127 значений сделать 127 сэмплов. Но это, конечно, очень много работы, поэтому обычно делают 2-3 градации, там типа вроде самая тихая, средняя, громкая и так далее. Так, здесь у нас MIDI Control Chain сообщение можно привязывать. Start, End — это в сэмпле, с какой точки будет проигрываться сэмпл. Опять же, мы все уже нарезали с вами, да, то есть one-шоты сделали. На самом деле мы могли использовать вот тот первый файл, в котором все есть ноты, и с помощью тегов start и end вот здесь описать, в каком месте стартовать. Но это, я считаю, лишняя работа, проще это сделать с помощью SoundForge. Тюнинг мы уже с вами использовали, чтобы подстроить каждую ноту конкретно. И также можно помимо тюнинга использовать параметры Volume и Pen, соответственно, для корректировки громкости, либо панорамы. Дальше Pitch Key Track, это я не знаю, нужно почитать. Триггер, режим срабатывания сэмпла, то есть у нас есть их 2 или 3, вот Attack, Release, First, Legato. Получается, по умолчанию работает Attack, то есть, ну, стартует сэмпл сначала и продолжается. Триггер — это нужен для драм-машинок, то есть нажимаем, и сэмпл целиком проигрывается, даже если на клавиатуре уже клавиша не нажата. Теги — это для группировки, то есть мы можем каждой группе либо сэмплу присвоить тег и потом управлять с помощью этого тега всеми связанными, соответственно, с этим именем параметрами. Далее лупинг — это параметры, которые мы можем использовать, если мы не сделали ранее в ваншотах луп-поинты. То есть мы все это сделали с помощью SoundForge. То есть если вы хотели сделать это вручную, то вы могли это все сделать вот здесь параметрами прописать. То есть loop start, loop end, и в сэмплах указать, в каком месте нужно зацикливать. Но это очень неудобно, то есть не интуитивно, скажем так. Поэтому эти параметры больше вот для исправления каких-то ошибок. Если вы 1-2 сэмпла где-то плохо у вас зациклены, то вы можете просто подбить параметр здесь. Хотя мне проще открыть SoundForge, в SoundForge все это подстроить в самом ваншоте. Loop Crossfade — это то же самое, что я показывал в программе, то есть сведение конца с началом. Ну и дальше тут Loop Enabled и Crossfade Mode. В принципе, это базовые параметры. Amplitude Envelope — это у нас ADCR, то есть огибающий, который управляет усилителем, то есть громкостью. Здесь у нас есть параметры атака, decay, sustain, release, ADCR. И есть дополнительные параметры, которые позволяют сделать не линейную, скажем так, огибающую, а экспоненциальную или так далее. И параметры, которые отвечают за это. Так, дальше Round Robins. Очень интересный такой, скажем так, параметр. Опять же, относится он к тегу групп, насколько я помню. То есть зачем нужно? Это имеется в виду случайный перебор. То есть вот у вас есть клавиша, да? Вы нажимаете на эту клавишу с определенной, скажем так, силой одинаковой, да, но прибор издает разные звуки. Ну, внутри в него есть какая-то механическая погрешность, либо электронная, да, и он издает разные вариации звука на одно и то же нажатие. Ну, допустим, это 4 вариации. Ну, вот на пианино представим, да, то есть 4 раза на клавишу нажали, один раз скрипнул демпфер, второй раз у вас там что-то еще пошло не так, то есть 4 разных звука, похожих, но немножко разных. И вот как раз таки для того, чтобы симулировать поведение такой же инструмента в сэмплере, нужен параметр Round Robin. То есть вы записываете 4 сэмпла. Один там вот со скрипом, второй обычный, третий там со щелчком, четвертый просто повторение, да, но немножко отличающийся. Делаете группу, назначаете группе Round Robin секвенцию, и при нажатии в сэмплере этой ноты она у вас будет случайную брать ноту из этих 4 сэмплов, тем самым эмулируя живой, соответственно, инструмент. И у нас параметр есть Sequential Mode, длина секвенции и Sequential Position. Мод — это, соответственно, случайный, псевдослучайный, там и Round Robin, и всегда. Всегда это по порядку, по-моему, будет перебирать. Дальше. Voice Muting, Legato. То есть приглушение голосов и легато, соответственно. Здесь я еще подробно не разбирался. Могу сказать, что voice muting применяется для драм-машинок. То есть, например, когда играет хай-хет, и вы закрытый хай-хет нажимаете клавишу, то этот должен прекратить звучать. Вот для этого это нужно. То есть вы указываете, какой конкретно заглушить сэмпл при нажатии вот этой клавиши.
Легато это нужно для перехода между двумя нотами, но это достаточно сложно, то есть нужно записать отдельно две ноты, отдельно кусочек перехода с ноты в ноту. Об этом, кстати, есть подробное видео на канале разработчика у Дэйва Хилла. И в нем дочерний элемент эффект, соответственно. То есть эффект это как бы группа, и в нем эффекты отдельные. У нас есть что? Значит, у нас есть здесь... Так, далее у нас следует описание доступных эффектов. Low pass, band pass, high pass, то есть 3 фильтра. Кстати, эти 3 фильтра позволяют, получается, уже повторить как минимум опус программно. Дальше у нас есть gain, ну, громкость, соответственно, reverb, delay. Что у нас есть? Хорус. И у каждого из этих эффектов есть еще какие-то параметры. Вот мы часть из них уже крутили. Есть хорус. Так, фейзер. Вот, опять же, у нас есть опус. Нам нужен будет фейзер. Вот есть фейзер. Дальше convolution. Вот это я не знаю, что такое. Это у нас симуляция реверберации и дилея по импульсу. То есть, если у вас есть импульс записанный, то вы можете, соответственно, симулировать целиком тракт. Wave folder эффект. Это уже что-то с фазой связано. И Wave shaper тоже. Соответственно, дальше элемент MIDI. Это уже мы эффекты закончили. Это следующий блок. MIDI нужен для того, чтобы назначить определенный control change события на определенные элементы забиндить. Есть элемент Note. Кстати, вот я с ним еще не сталкивался. Но, насколько я читал, там он нужен для переключения триггер. То есть по приходу какой-то ноты можно делать триггер. Вот так же, как делает кнопка, да, вот, например. При прихождении ноты 11 мы можем сделать вот такую историю. И при прилете ноты 12 наоборот, реверс. Дальше, как забиндить, описано все это дело. Вот здесь примеры есть. Следующая группа важная — модуляторы. Мы с вами использовали уже LFO. Помимо, вот он, LFO. Помимо LFO у нас есть еще envelope, огибающая, который мы можем использовать для управления, например, фильтром. Каким образом, соответственно, назначить модулятор и еще при этом крутить ручки модулятора. То есть, чтобы сделать, получается, динамическую атаку релиз sustain, то есть управление модуляцией. И описано, где это все может работать. Вот конкретно для понимания работы этого блока я рекомендую все-таки посмотреть вот эту папку. Она здесь, документация есть, с примерами. Там все вот есть реализовано, и вы прям можете понять логику работы этого всего. Далее, элемент теги. Он нужен для вот этого управления тегами. То есть у нас есть разные теги на разные группы, соответственно, названы. И вы можете этим всем управлять. Я покажу на примере электроники 4, например. Да, вот есть у меня секция браса, духовых, да. И есть тег, то есть есть 5 октав, да, 1, 2, 3, 4, 5. И в электронике 0.4 у нас есть левый мануал и правый мануал, и они управляются раздельно. И чтобы вот реализовать логику раздельного управления, я на первые 3 октавы, соответственно, создал тег brass left и на правый brass right. И далее в элементах управления я обращаюсь уже не к каждому к сэмплу отдельно, либо группе, а конкретно вот к этому тегу. Далее. Это уже приложение. Здесь описан, кстати, вот формат цвета. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Далее элемент биндинг, то есть это вот про назначение. Вы любой элемент управления можете назначить на тот или иной параметр. Причем вот этих элементов может быть не один, а несколько. То есть в данном случае вот он один. Я сейчас вам покажу пример, когда я использовал их несколько. То есть, вот, например, у меня ручка управления атакой левого мануала, то есть она управляет 4 группами. То есть, видите, у меня эффект биндинг, их 4. Так, здесь описаны опять же все параметры, которые поддерживаются этой штукой. И вот важная табличка, чем мы можем управлять. Вот. То есть, и что у нас есть, и на каком уровне. К сожалению, не все и везде может работать и быть связанным. И вот тут как раз таки описано, что на каком уровне может работать, какие диапазоны.
и какие обязательные параметры. Вот тут, например, да, указаны обязательные параметры. Эта табличка крайне важная. То есть, например, да, вот здесь указано, что это группа эффектов, параметр группы эффектов, да, на уровне инструмента. И конкретно вот его параметр частоты имеет диапазон от 0 до 22 кГц. И тут что еще указано? И обязательно требует значение position, ну вот обращение к эффекту. Я вам это все вначале вот описывал уже, это мы более подробно остановились. И тут все это перечислено, их достаточно много, но если у вас что-то не работает, проверьте, входит ли то, что вы написали, вот в эту таблицу и корректно ли все назначено. Далее, Translation Mode. Это нужно для регуляторов, то есть регуляторы могут быть не только линейными, но могут быть и по, например, таблице работать. То есть вот у нас варианты линейные, это просто, понятно, регулятор работает обычный линейный. Можно симулировать логарифмический, экспоненциальный, да какой угодно с помощью мода номер 2 Table. То есть мы указываем таблицу, то есть на каком значении ручки, на каком значении ручки какая цифра у нас должна быть. У нас получается уже, скажем так, уникальные огибающие. Следующее приложение это как раз таки вот тот файл boilerplate, то есть начальный, да, с которого стоит начать. Вот его можно целиком скопировать и с ним работать. Тут же в приложении описано, как управлять группами, используя теги. Вот я уже упоминал выше, да, что мы можем назначить теги на некоторые сэмплы либо группы и потом рулить те или иные параметры строго уже по тегу, не задумываясь, как там оно внутри все устроено. Тут вот как раз таки пример, когда сэмплы, получается, записаны разными микрофонами, микрофоном 1 и микрофоном 2. И мы двумя ручками можем регулировать, то есть с какого микрофона звук хотим получить. То есть, условно, вы поставили пианино, 2 микрофона, записали 2 версии, либо в 2 разных дорожки, и вы можете потом регуляторами управлять, как будто вы на микшере вводите это все. Но это простой пример, да. Тут же описано вот про voice muting для ударных, чтобы глушить предыдущую звучащую ноту, которую вам нужно при поступлении следующей. Вот пример как раз таки на хай-хете. Вот, потому что хай-хет это всегда в драм-машинках, он заглушается. Есть открытый хай-хет и закрытый хай-хет. Большой блок, который посвящен тому, как реализовать настоящий легато. Я уже говорил, что есть отдельное видео на канале у автора. Там, где подробно это все описано, там сложный процесс достаточно. То есть нужно записать очень много итераций, переходов. Тут же есть такие вот вещи, как полифония, сколько нот одновременно может звучать, что у нас здесь, и, соответственно, как это все работает. И последние, соответственно, ссылки, вот 3 штучки, это у нас такие особые вещи, да, скажем так, это огибающие LFO, выпадающие менюшки переключателей и про легато написано. Так, это вкратце по документации, да, то есть все подробно там описано. Пользуйтесь переводчиком, не бойтесь брать эффекты, копировать, вставлять, смотреть. Самое главное, не бойтесь использовать чужие наработки, потому что, ну, некоторые сложные вещи понять сходу, ну, бывает сложно. Так, это в принципе все, что я хотел сказать. Теперь, после того, как мы уже посмотрели документацию, вы можете понять, что помимо крайне простых вещей, типа вот такого, да, синтезатора детского, вы можете эмулировать крайне сложные вещи. Я попробовал это реализовать, как раз таки сделав sample pack на 0.4 электронику. И у меня все получилось. Да, было непросто, ну, ввиду того, что я опять же на этом пресете я обучался как раз таки. Это вам я показал простой пример, да, а сам я начал почему-то со сложного. Но в итоге все получилось, я практически все проблемы поборол. И все работает. И можно уже получить sample pack достаточно сложных инструментов. Я уже упоминал, что хорошо сэмплируются электронные инструменты, в которых внутри структура устроена на делителях, да, или там, где не так-то уж много тембров и вариаций, да, то есть то, что можно объять разумными каким-то количеством сэмплов. В принципе, все. По проблемам я вам уже описывал, да, иногда глючит, иногда зависает. Вот я видел, то есть несоответствие звучащие ноты и ноты здесь, потому что здесь у нас есть вот эти 2 дополнительные октавы в минус уходящие, а в Fruity Loops, например, все начинается с C0. И получается, когда мы нажимаем в пианороле C0, то у нас играет
не C0, а играет вот здесь C-2. То есть, вот смотрите, да? Я считаю, в принципе, это какая-то такая бага, недоработка. Может, где-то это в настройках рулится, но я еще не смотрел. Так, что еще нужно знать по сэмплеру? Вот здесь в меню есть у нас возможность Instrument Settings, во-первых, да, то есть настройка, Pitch Bend Range, вот это все можно установить. About, так, Rescan Library, то есть это все понятно. У нас есть вот важный момент Developer Tools, то есть когда вы будете разрабатывать, вам, возможно, это будет удобно. Во-первых, здесь есть импорт из форматов SFZ и EXS. SFZ это с Фразанда сэмплер, тоже интересная штука, кстати, я использовал, у меня есть сэмпл-паки от них, но там другой чуть-чуть формат, и просто его можно импортировать сюда. EXS не знаю, что такое. Из важного, то есть логи, понятно, и preset editor. Но, как вы видите, есть приставка бета, поэтому вот эта штука работает в бета-режиме. Здесь вы можете посмотреть все, что вы вот написали, оно здесь отобразится. И вы, в принципе, могли бы создать sample pack целиком через вот этот интерфейс. В принципе, здесь есть возможность добавлять сэмплы вручную, здесь есть возможность ставить луп-поинты, здесь есть возможность назначать сэмплы. Все вот это можно здесь указать. То есть все, что мы указывали вот тут руками, да, либо вот здесь, можно указать вот здесь. Но, на мой взгляд, это не так удобно. То есть луп здесь вообще очень сложно задать, чтобы он совпадал. Самый правильный подход я вам писал ранее. То есть мы записываем сэмплы в SoundForge, подготавливаем луп-поинты в программе, исправляем все это на ранних этапах и используем уже в сэмплере уже подготовленные рабочие стопудово сэмплы и заморачиваемся только по поводу интерфейса, огибающих, фильтров и вот этого всего. Но здесь наглядно можно вот посмотреть, например, это электроника M04. У меня здесь, как вы видите, 10 групп, 300 с чем-то сэмплов, то есть каждый сэмпл вот здесь можно посмотреть. На каждый этот сэмпл у меня есть loop point, все это я выслушивал, проверял, все это работает. И здесь можно посмотреть, кстати, как они сгруппированы, левый мануал, правый мануал, то есть все это здесь есть. По каким-то базовым моментам все. Тех азов, которые я вам сейчас дал, должно быть достаточно, чтобы уже начать что-то сэмплировать и делать свои паки. То есть записываем, назначаем, подготавливаем, делаем интерфейс. Все, у вас есть свой собственный sample pack, которым можно, соответственно, поделиться. Когда у меня появится интернет, еще расскажу про сайт, где этим всем можно делиться и где можно для себя взять, соответственно, все эти сэмплы. Сайт называется Piano Book. Я считаю, что это крутейшая идея вообще. То есть сайт позволяет делиться вашими сэмпл-паками, и там вы можете найти, соответственно, сэмпл-паки других продюсеров, которые выкладывают в свободный доступ весьма любопытные и интересные инструменты, как существующие, так и несуществующие. Вы можете, например, создавать какие-то шумоамбиентные вещи, дрон-машины и так далее, или драм-машины, то есть все зависит только от вашей фантазии. Так, вот, кстати, то, о чем я говорил, бывает, вот просто непонятный момент, у нас происходит ошибка, и сэмплер читает что-то не там в памяти и вылетает, соответственно. К сожалению, такая проблема есть. Но, учитывая все достоинства сэмплера, количество документации и наличие комьюнити, в принципе, можно с этими недостатками как-то мириться, да. Так, вот такой был урок. Результатом этого урока стал вот этот инструмент. Чуть попозже я оформлю свой аккаунт на PianoBook, и все эти инструменты будут доступны там. То есть я буду понемногу сэмплировать свои приборы, те, которые у меня есть, вот таким образом их оформлять и выкладывать в свободный доступ. Возможно, будут какие-то адаптированные, либо более расширенные версии, которые я буду выкладывать на Boosty. Вся проблема в том, что на создание таких сложных сэмпл-паков требуется достаточно большое количество времени, а ввиду того, что все это распространяется бесплатно, возникает некоторая такая проблема, да, то есть морально, скажем так, трудно. Возможно, мы будем делать стримы, либо я заведу страничку на Boosty, где можно будет все это дело поддержать, либо выход сэмпл-паков будет, скорее всего, как-то донатами поддерживаться. Когда мы будем набирать какую-то определенную сумму, у нас будет выходить новый сэмпл-пак. Идея примерно какая-то такая. В принципе, все. Надеюсь, этот туториал поможет вам в создании ваших собственных библиотек, решит проблему оцифровывания, цифровизации вашего парка инструментов, да.
Обязательно зайдите на канал Дэйва Хиловица, то есть, потому что канал интересный, опять же, и благодаря этому человеку появился данный инструмент, документации и все. Там же вы можете найти подробные видео с примерами реализации, опять же, сэмплеров. В принципе, на этом все. Это была вторая часть по сэмплированию. Может быть, еще будет третий выпуск, там, где я засэмплирую что-нибудь посложнее, да, там, где тоже какие-то особенности будут описаны. Но на текущий момент все. Всем пока.